Мир под ударом стихии. Здравствуйте, вы на канале «Горизонт событий». В этом выпуске разрушительный град и торнадо в США, аномальный снегопад в Китае, сход горной массы на угольном разрезе Кадыкчанский, а также паводки в Кемеровской области. О главных событиях к этому часу прямо сейчас. В минувший вторник на город Mineral Wells в Северном Техасе обрушился разрушительный торнадо. Стихия ударила по населенному пункту во второй половине дня, когда метеорологические службы уже объявили режим повышенной опасности из-за мощного грозового фронта. В результате прохождения воронки пострадали 5 человек. Основной удар пришелся на исторический центр города и жилые кварталы, где сильный ветер сорвал крыши с нескольких домов и серьезно повредил фасады коммерческих построек. На улицах Mineral Wells образовались завалы из обломков и поваленных опор линий электропередач, что привело к массовым отключениям электричества во всем округе Пало-Пинто. В настоящее время на месте происшествия работают спасательные бригады и коммунальные службы, которые занимаются разбором завалов и восстановлением инфраструктуры. Индийский магнат пытается спасти 80 бегемотов, приговоренных к эвтаназии. Речь идет о так называемых кокаиновых бегемотах, размножившихся в бассейне реки Магдалена. В 1980-х годах наркобарон Пабло Эскобар завез в свое поместье Асьенда-на-Полис в Колумбии 4 гиппопотамов. После смерти наркобарона животные бесконтрольно размножились и ушли жить в дикую природу. По данным исследования, в 2022 году по стране свободно перемещались около 170 бегемотов. Чтобы справиться с ростом популяции гиппопотамов, власти Колумбии одобрили план эвтаназии 80 особей, что вызвало споры. Индийский магнат Ананд Амбани предложил принять в своем заповеднике приговоренных к смерти бегемотов. В Сусуманском городском округе Магаданской области на угольном разрезе Кадыкчанский произошел сход горной массы, в результате которого под завалами оказались люди. По предварительным данным МЧС, в зоне бедствия могут находиться до 8 человек, которые, вероятно, заблокированы вместе с техникой. Сигнал о происшествии поступил в оперативные службы в четверг, после чего на место незамедлительно была направлена группировка спасателей. Для проведения поисково-спасательной операции из Магадана вылетел вертолет Ми-8 со специалистами МЧС и медиками медицины катастроф на борту. На земле к разрезу выдвинулись пожарные и сотрудники военизированных горно-спасательных частей. Согласно предварительной информации, причиной обрушения мог стать сход селя, вызванный климатическими факторами. Работы осложняются труднодоступностью района, однако спасатели делают все возможное для установления связи с пострадавшими и скорейшего разбора завалов. В южно-китайском городе Хачи в Гуанси-Джуанском автономном районе произошел камнепад. Под воздействием проливных дождей гигантские валуны откололись от крутого обрыва и обрушились на жилую зону и проезжую часть. Один из камней на скорости врезался в проезжавший грузовик, опрокинув его. В результате инцидента пострадали 2 человека, находившиеся в транспортном средстве. Помимо техники, несколько зданий получили повреждения, а некоторые постройки, расположенные вблизи автомастерской, были практически полностью разрушены и завалены обломками. В конце апреля Кемеровская область столкнулась с серьезными последствиями резкого потепления, вызвавшего интенсивное таяние снега и подъем уровня воды в реках. В регионе введен режим повышенной готовности. Наиболее сложная гидрологическая обстановка зафиксирована в Белово, Юрге, Новокузнецке и Чебулинском муниципальном округе. В городе Белово подтоплены десятки частных домовладений. Из-за разлива воды часть жителей оказалась отрезана от транспортного сообщения, так как паводок разрушил участок дороги и затопил единственный мост, связывающий некоторые районы. Всего, по данным МЧС и региональных властей, в зоне возможного затопления весной 2026 года находятся 67 населенных пунктов.
В американском штате Мэриленд десятки посетителей парка развлечений Six Flags America оказались в ловушке на высоте нескольких десятков метров из-за технического сбоя на аттракционе Firebird. Поезд популярных американских горок внезапно замер. Техническая неисправность привела к полной остановке состава на одном из самых высоких участков пути. В ожидании помощи пассажиры провели в креслах около часа. Все это время они оставались пристегнутыми страховочными ремнями, находясь в крайне неудобном и пугающем положении. После того, как инженерам не удалось оперативно перезапустить систему, посетителям пришлось спускаться на землю самостоятельно по узким техническим ступеням вдоль рельсов с огромной высоты. В результате инцидента никто не пострадал. Администрация парка закрыла аттракцион для установления причин блокировки состава. В городском округе Куньмин в южно-китайской провинции Юньнань вместо привычного для этого времени года тепла прошел снегопад, в отдельных районах сопровождавшийся крупным градом. Стихия нанесла значительный урон международному аэропорту Куньмин-Чангшуй, где из-за ударов града пострадали фюзеляжи самолетов, а залы ожидания оказались затоплены из-за интенсивных ливней. Сотни авиарейсов были отменены или задержаны. Помимо транспортного коллапса, эксперты выражают серьезную обеспокоенность экономическими последствиями непогоды. Резкое похолодание и осадки в этот период опасны для плантации знаменитого чая пуэр, большая часть которого выращивается именно в провинции Юньнань. Власти региона ввели оранжевый уровень погодной опасности, поскольку такие экстремальные конвективные штормы в середине весны являются крайне редким явлением для субтропического климата Куньмина и подчеркивают растущую нестабильность климатических условий в регионе. В среду на территории крупнейшего артиллерийского полигона Нидерландов Тхарде, расположенного в провинции Гельдерланд, вспыхнул природный пожар. Возгорание произошло во время проведения военных учений. Огонь быстро распространился по лесополосе и вересковым полям, охватив территорию шириной более 2 километров. Из-за сильного ветра густой дым поднялся высоко в небо и стал виден из Амстердама, а характерный запах гари ощущался даже на побережье Англии. Власти были вынуждены перекрыть движение по автомагистрали А28, а также временно эвакуировать посетителей близлежащего гольф-клуба и кемпингов. Пожарным удалось локализовать основные очаги, однако полное тушение может занять несколько дней из-за риска детонации неразорвавшихся боеприпасов на территории полигона. На Бангалор в индийском штате Карнатака обрушился экстремальный шторм, сопровождавшийся рекордными ливнями и мощным градом. По данным Метеорологического департамента Индии, в центральных районах города за несколько часов выпало 111,5 мм осадков, что побило исторический рекорд для апреля, установленный 25 лет назад. Стихия привела к наводнениям. Главные магистрали города превратились в реки, полностью парализовав движение транспорта. Самая масштабная трагедия произошла в районе Шиваджи-Нагар, где под напором воды и ветра обрушилась стена больницы, в результате чего погибли 7 человек, включая детей и уличных торговцев, искавших там укрытие. Еще 2 человека погибли от ударов током в других частях города. Град был настолько интенсивным, что стадион Кантирава и центральный деловой район оказались покрыты слоем льда. Из-за сильного ветра и поваленных деревьев несколько районов остались без электроснабжения. В регионе сохраняется оранжевый уровень погодной опасности. В иракской провинции Салах-эд-Дин в минувший вторник, в разгар грозового шторма, мощный разряд молнии попал в высоковольтную линию электропередачи в районе города Тикрит. Прямое попадание привело к резкому скачку напряжения в сети, что спровоцировало взрыв силового трансформатора на местной распределительной подстанции. Очевидцы сообщали о яркой вспышке и громком хлопке, после чего на объекте началось сильное возгорание. Инцидент привел к масштабному отключению электроэнергии в жилых кварталах Тикрита и ряде близлежащих населенных пунктов. По предварительным данным, в результате удара молнии никто из персонала и местных жителей не пострадал, однако на полную замену поврежденных агрегатов и стабилизацию энергоснабжения региона может потребоваться несколько дней.
В американском штате Миссури во вторник на город Спрингфилд и его окрестности обрушился сильный град, размер которого достигал бейсбольного мяча. Ледяные снаряды нанесли колоссальный ущерб инфраструктуре и частной собственности. На многочисленных парковках города зафиксированы серьезные повреждения автомобилей, градом пробитые лобовые и задние стекла. Сообщается также о серьезном повреждении крыш зданий. Одной из самых пострадавших точек стал местный зоопарк Дикерсон Парк Зу. Несмотря на то, что посетители и сотрудники учреждения не пострадали, стихия привела к трагическим последствиям для животных. В результате ударов крупного града погиб 21-летний Эму, а также получила травмы птица Нанду. Из-за необходимости устранения последствий шторма и оценки масштабов разрушений, администрация Дикерсон Парк Зу приняла решение о временном закрытии зоопарка для посещения. В ночь на 29 апреля жители южной части Британской Колумбии наблюдали яркий болид, который прочертил ночное небо над островом Ванкувер и прилегающими районами. Космический объект стал видимым на высоте примерно 90 километров. Двигаясь со скоростью около 29,5 километров в секунду, он преодолел около 89 километров в плотных слоях атмосферы, прежде чем эффектно фрагментироваться. По данным НАСА и Американского метеоритного общества, финальная точка видимой траектории находилась на высоте 62 километров над Тихим океаном, примерно в 32 километрах к западу от Юкота. Ученые полагают, что объект диаметром около 60 сантиметров и массой порядка 450 килограммов почти полностью разрушился в атмосфере, а его уцелевшие мелкие фрагменты упали в океан. Столицу Таджикистана, город Душанбе, накрыл проливной дождь, сопровождавшийся крупным градом. Стихия вызвала скопление воды на проезжей части и прилегающих территориях, превратив улицы города в полноводные потоки. В результате подтопления на основных дорогах образовались пробки. В отдельных районах города вода затопила дворы жилых домов. Синоптики Таджикистана предупреждали о резком ухудшении погоды, указывая на высокую вероятность выпадения интенсивных осадков в горных и предгорных районах республики. Согласно прогнозам, неблагоприятные условия сохранятся и в первых числах мая, что создает риски возникновения локальных селевых потоков и дальнейших подтоплений в Хатлонской области и районах республиканского подчинения. Коммунальные службы Душанбе переведены на усиленный режим работы для оперативного отвода воды и очистки ливневых стоков. Гражданам настоятельно рекомендуется избегать потенциально опасные участки. Сильный шторм с ливнем и разрушительным ветром обрушился в пятницу на город Бекаси в провинции Западная Ява в Индонезии. Непогода затронула несколько ключевых районов, включая Джати-Асих, Пондок-Мелати и Пондок-Геды. Интенсивные осадки сопровождались настолько мощными порывами ветра, что в ряде кварталов зафиксированы случаи падения крупных деревьев, которые перекрыли основные дороги и временно парализовали движение. Стихия также нанесла ущерб частным владениям, зафиксированы обрушение ограждений и повреждение крыш жилых домов. В некоторых районах жители сообщали о выпадении града. В пострадавшие районы направлены экстренные службы для расчистки завалов и оценки ущерба. Метеорологическое агентство Индонезии сообщило о продлении режима повышенной готовности для региона Джабодетабек, предупреждая о возможности повторных ливней с грозами и сильным ветром. Власти призывают граждан избегать парковки транспорта под деревьями и рекламными щитами, а также внимательно следить за оповещениями систем раннего предупреждения о погоде. 1 мая на строительной площадке первой в Индонезии гидроаккумулирующей гидроэлектростанции Верхний Сисакан, расположенной в провинции Западная Ява, произошел оползень. Природное явление зафиксировано в горном районе между городами Джакарта и Бандунг, где в настоящее время ведутся активные земляные и бетонные работы по возведению двух плотин. По предварительным данным, причиной смещения огромных масс грунта стали затяжные тропические ливни, что привело к переувлажнению почвы и снижению устойчивости склонов, окружающих будущие водохранилища на реках Сисакан и Чирумамис. Основной удар стихии пришелся на зону прокладки подъездных путей и участки подготовки фундаментов, что может существенно скорректировать сроки ввода объекта в эксплуатацию, который ранее был намечен на 2027 год.
Кадамджайском районе Баткенской области Кыргызстана сошли разрушительные селевые потоки, вызванные продолжительными проливными дождями. Мощная масса грязи, камней и обломков, сошедшая с горных ущелий на пастбище Тамаша, заблокировала и частично повредила участки автодорог Кызылбулак-Тамаша и Кызылбулак-Аккыя, сделав проезд по ним временно невозможным. Потоки также пересекли трассу Кадамджай-Сох, осложнив движение транспорта. В нескольких населенных пунктах района зафиксированы отключения электроэнергии. Информации о пострадавших среди местного населения не поступало. На месте буйства стихии дорожные службы ведут расчистку полотна и восстановление инфраструктуры. Синоптики прогнозируют продолжение ливней, что сохраняет высокую угрозу повторного схода селей и подъема уровня воды в реках на территории всей Баткенской области. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.